Кто видел фильм «Евротур»? Помните, какой была показана Братислава? Старый, раздолбанный город, где до отправления ближайшего поезда оставалось совсем немного, ведь его уже начали строить. Братислава? Да, Братислава! Братислава. Господи, помоги нам. Мы в Восточной Европе. Нам надо попасть в Берлин, в Германию. Не знаете, поезд туда скоро будет? Да, очень скоро. Железную дорогу уже строят. Так вот, в действительности же Братислава, хоть и не плещет невиданной красотой и не может похвастаться большим количеством достопримечательностей, как соседняя Вена, Будапешт или Прага, но побывать здесь определенно стоит. Город небольшой, население всего 425 тысяч человек, поэтому долго здесь оставаться может быть и скучно, но пройтись вечером по старым, мощеным булыжникам улочкам, выпить глинтвейна на рождественской ярмарке под городской ратушей и помечтать у стен средневекового замка с видом на миллионы братиславских огней – это прекрасно. Сейчас нахожусь в вагоне поезда, собственно, переход между вагонами осуществляется через такие двери, нажимаешь и идешь дальше. Нажимаешь и идешь дальше. Вот, собственно, уже и вагон. Ого, а здесь никого нету. Шикарно. Из Братиславы до города Жилина я доехал на поезде, стоит он примерно 10 евро. 200 километров мы преодолели. Задержались на 2 часа по дороге, потому что сбили человека. Когда приедет полиция, потом пока они там разберутся, что-то сделают. В общем, 2 часа опоздали. Немного жалко. Вот, я в Жилине. Сейчас погуляю чуть часто по городу и сделаю пересадку на другой поезд. Жилина — это второй по величине город Словакии. Случайно прошел мимо ЖД КЭС. Куда-то возвращаться, куда-то идти, искать, где купить билет. Гуляю по городу Жилина, потому что этот город мне очень напоминает Симферополь, только он меньше. А так, собственно, центр Симферополя и центр Жилина очень-очень даже похож. Посмотрите сами. Город напомнил мне Симферополь. Точнее сказать, только центральная часть поселения показалась схожей с крымской столицей, а окраины я бы сравнил с Белогорском или Джанкоем. Но зато в Словакии очень много средневековых замков. Кажется, что старинные крепости можно встретить чуть ли не в каждой деревне. В Словакии довольно-таки комфортные поезда. Ну, я, по крайней мере, ехал на таком новом, прикольном. Вот. Но они опаздывают.
Я, конечно, понимаю, что мы сначала опоздали, потому что сбили человека, который бросился под колеса поезда. Вот. Но у меня пересадка в городе Жилино, и здесь мой поезд опаздывает на 70 минут. Тоже из-за какого-то инцидента. Говорят, что произошла какая-то авария по дороге, но поезд тоже якобы движется дальше. Еще погулял, походил по городу Попрот. Ничего интересного здесь не нашел. Заглянул в интернет. Собственно, это транзитная точка для того, чтобы поехать дальше в горы. В город я не поеду, потому что у меня нет времени, так как завтра я уже собираюсь в Украину, в город Ужгород. Поэтому в горы я не пойду. Следующий поход мой будет уже в Крыму. Сейчас буду двигаться, то есть еще на 100 километров ближе к дому, в город Кошица. 9:30. Все супермаркеты работают только до 9. Это будний день. Есть немножко хочется. Пойду искать, что можно перекусить в это время. Покушал я в итоге не в магазине, а в бистро. Всего за 2 евро слопал 3 слоечки с какой-то местной колой. Было вкусно. Ночью Кошице проехал, так вот в хостеле, собственно, это вот была моя кровать. Телефон заряжается. Небольшой. И 3 места. — 29 ноября, 10 часов утра. Сегодня предпоследний день моего путешествия, а может быть даже уже и последний, потому что сегодня я попадаю в Украину, провожу одну ночь в Ужгороде, а завтра уже отправляюсь на поезде в Одессу, откуда пересаживаюсь на автобус до Ялты. Немножко грустно, что мое путешествие заканчивается. Помню, как в начале этого, не в начале, в середине этого путешествия, да. В начале у меня была эйфория, было классно, здорово. В середине путешествия почему-то я устал, и мне уже хотелось вернуться обратно. Но к концу снова аппетит разыгрался, и мне не хочется уже никуда. Лишь какой Крым. Вот, есть желание только продолжать путь. А пока погулять. По Словакии у меня еще есть возможность. Я в центре города Кошица. Хотел только что взлететь, поснимать город с высоты с помощью своего дрона. Но это у меня не получилось, потому что рядом аэропорт всего в 10 километрах отсюда, и поэтому мой дрон не поднимается. Кошица – последний город в Евросоюзе на маршруте моего путешествия. Здесь можно увидеть самый большой собор в стране, прогуляться по крупнейшей в Словакии улице, которая так и называется – Главная улица, то есть главная. А также можно сфотографировать чумную колонну 1723 года, воздвигнутую посреди площади на месте бывшей виселицы, в память об избавлении от эпидемии чумы. Достопримечательностей здесь много, но эти мне понравились особенно. Не считая татаранского чая, содержание спирта более 50%. До Ужгорода всего лишь 100 километров, хочу доехать автостопом. Спустя полчаса я практически вышел уже за пределы города. Сегодня просто неимоверно жаркая погода,
теплынь. Как будто бы, не знаю, весна, лето. А не зима послезавтра. Вот. Еще рюкзак, конечно, тяжелый. Набрал кучу сувениров всяких. А еще из-за него, конечно, жарко. pravidelného podujatia Baby knižnica, teda tradičných tvorivých dielní a zážitkového čítania pre najmenších. Осталось всего 2 километра до границы с Украиной. На 4 машинах примерно за часа полтора-два добрался до словацко-украинской границы. Вроде как здесь можно пройти пешком. Это отлично, это здорово. До центра города Ужгород от границы всего лишь 5-6 километров. Это вообще ничего. Можно тоже дойти пешком. Но я думаю, там ходят какие-то маршрутки или поймаю какую-то попутку. А граница вот. Нет, я ошибся. Через словацко-украинскую границу пешком перейти нельзя. Можно преодолеть ее на автомобиле, на автобусе. Я подождал, пока приедет автобус. За 50 гривен меня довезут до Ужгорода. Украино-словацкая граница. Едем на этом автобусе. Я в Ужгороде. Уже купил билет на поезд. Завтра 2 часа дня буду в Одессе. Погуляю несколько часов по городу. И поеду на автобусе в Ялту. Мой вагон предпоследний. Слышал, что последние вагоны больше трясет, больше укачивает. Ну да ладно. Я взял немного пива, здесь не сильно качает. Здравствуйте, я Юля из Украины, из города Одесса. Мне очень нравится путешествовать. Это самое лучшее, что может быть в жизни. Путешествие – это море эмоций, море впечатлений, это самый лучший релакс. Для меня самое лучшее, что есть в жизни, это путешествие с моей семьей, узнавать что-то новое, видеть новые места и получать новые впечатления яркие. Как когда-то сказал мой друг, что люди тратят деньги на какие-то бытовые свои потребности, но деньги нужно тратить на путешествия, потому что только эмоции можно забрать с собой. Вот в этом есть смысл. Чтобы быть счастливым, нужно быть свободным, а путешествие это и есть свобода. Все просто. Побыл немножко в Одессе. Теперь еду на автобусе в Крым. Проехали Николаев, остановились на заправке, поймал Wi-Fi. Посидел в Wi-Fi, воспользовался немножко интернетом. Скоро будем на полуострове. Осталось еще километров 100, может чуть больше. Мне до Крыма. Да, мое путешествие заканчивается. И, кстати, довольно-таки символично. В начале путешествия я, будучи во Львове, постригся. Это была моя первая стрижка. А теперь в конце путешествия я снова постригся, опять-таки в Украине, только теперь в городе Одесса. Как вам больше нравится? Львовская стрижка или одесская? Или ни та, ни другая? Крымский пограничный пункт. Это все. Вот и все. 5 часов утра. Я добрался до Ялты. Здесь еще темно. В городе светят такой огоньки. Прошел недавно дождь, мокро, сыро, но тепло.
Ну вот и все. Закончилось мое путешествие. Я уже гуляю по крымским лесам. И, конечно же, с удовольствием вспоминаю о своих странствиях. С 31 октября по 1 декабря я провел время в дороге. Это был мой обычный ежегодный отпуск, в течение которого я посетил такие страны, как Польша, Германия, Нидерланды, Бельгия, Чехия, Словакия. Ну и, конечно же, в конце концов вернулся в свой родной, любимый Крым. Во время путешествия в основном я передвигался на автобусах и поездах. Немножко было еще автостопа, наверное, раза 3 или 4. И только лишь потому, что стало откровенно скучно и не хватало каких-то приключений. Захотелось пообщаться с местными людьми, ну и немножечко разнообразить свой маршрут, потому что, это слишком было предсказуемо. Ты знаешь, где ты сядешь на транспорт, где ты выйдешь из него. И где же авантюры, всякие там приключения, о которых потом можно будет вспоминать и рассказывать детям. Так вот, да. Путешествие мое было довольно-таки бюджетным. Все маршруты планировал я самостоятельно, не прибегал к помощи никаких туристических агентств и подобных компаний. Покупал автобусные билеты я в основном у компании Flixbus. Это довольно-таки бюджетная компания. Деньги я хранил в наличном виде и какую-то часть на электронном кошельке, потому как если покупать те же автобусные билеты за наличные деньги, то приходится переплачивать. И намного выгоднее их приобретать онлайн. Поэтому мне и пригодился электронный кошелек. К счастью, он работал на то время на территории Европы. Банковских карточек Visa или MasterCard у меня на тот момент не было, потому как я из Крыма, а мы уже давным-давно живем под санкциями. И таковые карточки сделать невозможно, чтобы они работали в других странах. Соответственно, приходилось таскать с собой наличные деньги. С одной стороны, это удобно, потому что ты всегда знаешь, сколько у тебя их осталось, можно быстро пересчитать. Ну и как-то их более жалко, наверное, что ли, тратить, чем электронные деньги. Поэтому живешь экономнее. Но, конечно же, это не так уж безопасно. И к тому же не так уж удобно, потому что во многих странах Европы все заточено под расчет безналом. Даже порой банкомат сложно найти. И это, конечно, вызывает некоторые неудобства. Всего же за этот месяц я потратил около 1000 евро. Из них примерно 290 евро – это транспорт и проживание. 50 евро – это входные билеты в музей. 120 же евро ушли на сувениры для друзей и для себя. 220 примерно евро я потратил на то, чтобы себя прокормить. И около 250 ушло на то, чтобы приобрести и продегустировать местное пиво, и другие подобного рода напитки. Сумма, конечно, не маленькая, но можно вычесть из этой суммы определенные категории, и тогда путешествие станет значительно бюджетнее. Так что путешествовать не так уж дорого, особенно если убрать последний пункт моих затрат. Так что любите друг друга, путешествуйте и будьте счастливы.